Добрый день, меня зовут Владислав Киричок, и сегодня наше занятие будет посвящено сейсмическому расчету резервуаров с жидкостью в программном комплексе Лира-1012. Расчет резервуара заключается в том, чтобы рассмотреть все его возможные формы отказа при сейсмическом воздействии. Наиболее частые из них здесь приведены на слайде. В общем, это может быть сдвигатель опрокидывания незакрепленного бока. Если он закреплен, то это разрушение опорных и крепежных элементов вследствие сдвига или опрокидывания. Также может быть потеряна прочность самой оболочки бока или патрубковых зон, или потеря устойчивости бока. Также могут быть различные повреждения вследствие плескания воды в боке. Это уже мы подробно рассматривать сегодня не будем. Здесь вы видите примеры на картинках, как может происходить разрушение бока. Вот здесь было разрушение опорных элементов. Здесь также налицо разрушение опорных элементов, но, возможно, им предшествовало чрезмерное смятие грунта, после чего эти элементы уже были разрушены. Здесь показаны формы потери устойчивости бока вследствие землетрясения. Здесь может быть происходить потеря устойчивости как нижней части бока, так называемая нога слона еще называют, или elephant foot. Или может также быть и в центральной части или верхней части бака вследствие плескания жидкости. Здесь показан пример разрушения патрубковых зон вследствие сейсмических воздействий. То есть может быть это разрушение вследствие колебания самого трубопровода, если он длинный и плохо закреплен, или же может быть вызвано тем, что трубопровод закреплен хорошо, но патрубки деформируются вследствие чрезмерных сдвигов или колебаний бака. Впрочем, для расчета бака на сейсмическое воздействие есть много методик. Некоторые из них я здесь привел на слайде. К примеру, методика API 650 – это методика, созданная как American Petroleum Institute. Она позволяет производить расчеты баков даже вручную, без использования метода конечных элементов. Там есть ряд ограничений. К примеру, вы не можете четко сделать методику для расчета бака, в котором переменная толщина стенки по высоте. Есть также методика по ГОСТ 31385-2016, но там также есть много вопросов, и как это все реализовывать при использовании метода конечных элементов. И наиболее совершенная методика, как при использовании спектральных методов, это методика по Еврокоду EN 1998-4. То есть там у нас будет смесь использования как теоретических расчетов и разных допущений, и также использования метода конечных элементов. Как раз методику Еврокода в нашем занятии мы сегодня будем рассматривать. Вообще сложность расчета резервуаров с жидкостью состоит в том, что жидкость не может рассматриваться как твердое тело, и при использовании метода конечных элементов ее моделировать этому сложно. То есть для нее нужно использовать специальные элементы, которые есть не во всех программных комплексах. И вот как раз методика Еврокода позволяет как бы отойти от использования воды как конечных элементов, а заменить ее воздействие на какие-то приведенные давления на стенку бока. Также мы помянем и методы, которые дают относительно точные результаты с использованием метода конечных элементов. Вот как один из примеров это использование элементов жидкости Fluid 80. Здесь как они работают, вы видите на слайде.
какие допущения приняты. Значит, эти элементы могут использоваться при модальном анализе и при прямом динамическом расчете. Но главным их недостатком есть то, что этот подход очень чувствительный к форме и размеру конечных элементов, то есть у расчетчика должен быть очень хороший опыт и чутье, какие элементы нужно подобрать, чтобы они хорошо коррелировали с экспериментом. Ну и также при использовании таких элементов есть много паразитных форм колебаний, и расчетчику нужно набрать очень много форм этих колебаний, и потом, если ему нужно идентифицировать какие-то основные формы, то это из большого набора форм сделать не так просто. Есть также подход с эйлеровской сеткой, то есть это сетка, в которых элементы не деформируются, а внутри этих элементов перемещается объем материала. Ну, это, к примеру, такой подход может использоваться в ПК Бакус, но есть такой недостаток, что такой подход не может использоваться при модальном анализе, то есть спектральный метод не подходит. То есть у вас должна быть при этом акселерограмма землетрясений. Ну и также этот расчет производится только на динамическом решателе с явной схемой интегрирования или explicit по-английски. Использование такого подхода плохо тем, что для интегрирования должен быть выбран очень маленький шаг по времени, и такие расчеты занимают много времени. Также при таких расчетах могут возникать большие напряжения в каких-то коротких промежутках времени, и чтобы это все учесть, нужно задавать также и нелинейные свойства материалов бака. То есть нужно очень много входящих параметров. Ну и затем уже как-то интерпретировать конечную картину, как бак себя повел. Ну, хотя этот подход, он довольно точно может прогнозировать, как себя будет вести бак и жидкость при заданной акселерограмме землетрясений. Еще один подход, который также реализован в том же Бакусе, к примеру, это Smooth Particle Hydrodynamics или SPH. Его называют, суть ее состоит в том, что вместо элементов и узлов используются некоторые точки, которые, как они называют, псевдочастицами, и которые взаимодействуют с собой по некой функции, которая здесь приведена на слайде. Ну, здесь этот метод также может реализовываться только при явной схеме интегрирования, и также он прожорлив во времени. Ну и примеры использования в том же Абакусе этого метода в прямом интерфейсе не реализовано, то есть часть модели нужно прописывать через текстовые файлы перед запуском модели на расчет. Но если все же возвращаться к спектральному методу, то большинство норм и подходов регламентируют то, что в баке часть жидкости плескается, а часть движется вместе со стенками. Если рассматривать в эквивалентной схеме, то жидкость, которая плескается, или это так называемая конвективная часть, может моделироваться как точечная масса, которая связана со стенками бака некоторой упругой связью. Если у нас есть несколько форм колебаний конвективной части, то это может быть несколько масс, которые связаны со стенками бака пружинами. А импульсная часть считается, что это жидкость, которая движется вместе со стенками бака при колебании. И она, как при виденной модели, может быть соединена с стенками бака жесткой связью. Вот здесь я привел такой пример, как иногда баки моделируют. То есть здесь некой связью
упругой соединена точечная масса со стенками бака, и импульсная часть соединена со стенками бака жесткими связями. То есть это могут быть фирменные элементы, которые работают только на растяжение сжатия. Здесь большая жесткость, здесь какая-то конечная, чтобы при модальном анализе частота колебаний соответствовала частоте колебаний, частоте конвективных колебаний жидкости. Как это такой подход, как плох тем, что это самораспределение, то есть мы не знаем, пружина какой жесткости э, будет лежать между точечной массой и определенной точкой стенки. То есть, наверное, самая большая жесткость должна быть выше и самая меньшая ниже. Но это не всегда понятно, как моделировать, поэтому могут делать какую-то постоянную жесткость, но результаты от этого могут меняться. Ну и также использование этих жестких связей, оно чревато тем, что эти связи также частично меняют и саму жесткость бока, его движение при модальном анализе. Поэтому как эти все массы распределить, как их соединить, это не всегда понятно, и если это делать, то приходится делать какие-то допущения. Ну а теперь перейдем к тем подходам, которые мы будем использовать. Это использование методик Еврокода, ну и их методики рекомендаций. Значит, как мы уже ранее говорили, что в баке можно выделить конвективные колебания жидкости, то есть это плескание жидкости независимо от колебаний стенок бака, затем колебания жидкости вместе со стенками бака. И в Еврокоде вот эти плескания, конвективные плескания жидкости можно рассматривать как некое приведенное давление, которое действует на стенки бака. Это давление может рассчитываться по методикам, которые приведены на слайде. Здесь также на слайде видно, как перемещается жидкость во время таких колебаний. Ну и в баке может быть несколько форм колебаний жидкости. И в Еврокоде вот приведены примеры для первых трех форм. Хотя, как они говорят, обычно достаточно и одной. Но мы в своем примере будем использовать три. Следующая форма учета жидкости – это импульсная горизонтальная составляющая. То есть это если жидкость четко движется со стенками бака. И здесь на слайде показано перемещение бака и жидкости, с какое допущение взято. Ну и давление может рассчитываться по формулам, приведенным на экране. Обратите внимание, что в виде ускорения здесь взято максимальное пиковое ускорение грунта, то есть это то ускорение, которое и есть на акселерограмме землетрясений, из которых получают спектры ответа. Ну, если у вас этих данных нет, то можно примерно прикинуть это ускорение, исходя из бальности землетрясения. Вот здесь приведена таблица по МСК-64. Вот для 7 баллов это 0,1 же примерно. Ну, для 8,02, для 9,04 же. Ну, если какое-то промежуточное значение или больше или меньше этих баллов, то можно рассчитать пиковое ускорение по вот этой формуле. Кроме импульс составляющей, то есть как мы видим, импульсная составляющая движется вместе со стенками бака четко по горизонтали, но в Еврокоде также, в отличие от многих других подходов, выделяют также и как так называемую упругую составляющую давления жидкости. Вот в чем ее суть. Если у нас в резервуаре будут очень толстые стенки, это, к примеру, какие-то бетонные резервуары, то в них формы колебаний самого резервуара, как условного стержня, практически нулевые, и вот такой упругой частью можно пренебречь. Но если в баке тонкие стенки, это, к примеру, стальные резервуары тонкостенные, то в колебания этой оболочки достаточно существенные, и эти колебания нужно учитывать. То есть, условно,
вода движется со стенками бака, которые колебаются, и создает некоторое дополнительное давление, которое в теории может быть больше даже, чем импульсное давление. Сложность этого подхода состоит в том, что чтобы узнать это распределение давления, нам нужно знать форму колебаний, которые мы не знаем. И чтобы эту форму узнать, мы сначала задаемся формой с каким-то начальным приближением, затем производим модальный анализ конструкции методом конечных элементов с учетом этой формы колебаний, которая соответствует некоторое распределение масс по стенке бока. Затем уточняем форму колебаний, пересчитываем распределение масс и проводим повтор модальный анализ. И это все делаем до тех пор, пока наша форма колебаний не будет меняться от одной итерации к другой. Только обратите внимание, что формула, по которой считается давление, взята не с Еврокода, так как там немножко неудобный подход реализован, но эта методика взята с источника. Вот здесь он приведен, на который Еврокод ссылается, что согласно нему можно делать такие расчеты. Может также создавать дополнительное давление и вертикальное колебание жидкости. То есть если жидкость будет колебаться вверху вниз, как пружина. От этих колебаний создается дополнительное гидростатическое давление, которое можно учитывать на дно бака и как гидростатическое давление на стенки бака. При этом за базовое ускорение принимается ускорение нулевого периода для вертикальной компоненты спектров-ответа. Как это воспринимать? Вот если у нас есть спектр ответа, то мы видим, что от нуля он немного возрастает, как-то значения меняются, но при очень больших частотах или при очень маленьких периодах эта кривая переходит просто в горизонтальную прямую. И вот значение на этой горизонтальной прямой принимается как ускорение нулевого периода. Есть также, как по аналогии из упругой импульсной составляющей для горизонтальных воздействий, есть также аналогия между жесткой и упругой частью колебаний для вертикальной компоненты. То есть, если стенки резервуара толстые, то мы можем брать в учет только вот импульсную форму, но если стенки резервуара движутся, то есть это так называемое радиальное дыхание присутствует, то нам это все нужно учесть, эти колебания, и наличие этих колебаний создает еще дополнительное давление на стенки. И вот это давление рассчитывается по таким методикам, как приведены на экране, и при этом ускорение, которое берется в учет, нужно брать со спектров ответа относительно некой приведенной частоты, которая по данной зависимости считается, и при этом толщина стенки, то есть здесь берется толщина стенки, которая находится на расстоянии 1/3 высоты уровня жидкости воды в баке. Важной частью расчетов есть учет демпфирования. Дело в том, что сосуды, в которых плескается жидкость, то есть именно само плескание, оно имеет очень малое демпфирование. В литературе, нормативных документах обычно рекомендуют брать 0,5% демпфирования. Но при этом обычное колебание металлической части рекомендуется брать 5%. То есть, когда мы будем считать горизонтальную конвективную составляющую, то нам для этой компоненты нужно учитывать, что ускорение мы берем со спектра ответа 0,5%, а все остальное, как импульсная и упругая часть, уже берем обычные 5% спектры. А теперь, если, к примеру, такое часто бывает, что на входе в расчетчика есть только спектры ответа, к примеру, 5%, и больше никаких спектров ответа нет.
И вот возникает тогда вопрос, как получать 0,5% спектры. В таких случаях, вот согласно вот источнику, приведенному на слайде, рекомендуется такая зависимость, когда мы берем обычные спектры ответа 5% и умножаем на корень квадратный из наших 5% спектров, разделенных на 0,5. То есть это получится как обычные спектры, умноженные на корень из 10. Ну, если у вас, конечно, есть исходная акселерограмма, то в эти 5%, ну, 0,5% спектры вам лучше получать непосредственно X акселерограмм. В качестве практического примера мы рассмотрим такой резервуар. В нем имеется переменная толщина стенки, снизу 7, потом через 5 метров 6 и дальше 5 метров. Уровень воды в жидкости будет 11 метров. И крыша бака выполнена из двутавров номер 24, ну и некоторые промежуточные кольца двутавра номер 20. И в месте контакта этих опорных частей с верхушкой резервуара расположен уголок 70 на 70 на 6. Также имеется стойка в баке, которая удерживает крышу резервуара. Бак сам стоит на бетонном основании, которое заглублено в грунте. Параметры грунта здесь указан. И также к нашему баку подсоединено два трубопровода. Вот указано на каких отметках это, на отметке 0,5 и на отметке 11 метров. Геометрия этих трубопроводов указана. Также я здесь уточнил погодный вес от жидкости, которая находится внутри этих трубопроводов, и указал коэффициент жесткости отводов. То есть это учитывает то, что в месте гибки из-за наличия овализации изгибная жесткость будет намного меньше, чем жесткость на изгиб обычной трубы. Также учитываем то, что в месте приварки трубопровода к бакам имеется усиление из радиусом равным диаметру трубопровода и с толщиной 14 миллиметров. То есть это как усиленная часть, то есть мы ее тоже смоделируем. И наш бак поддается горизонтальному сейсмическому воздействию со спектром ответа, который вы видите на экране здесь. Это 5% спектр. Горизонтальное воздействие равно 0,7 от вертикальное воздействие равно 0,7 от горизонтального спектра. Будем теперь приступать к моделированию бака согласно методик Еврокода. Я здесь для удобства подготовил табличку, где у меня имеется спектр ответа. Также я пересчитал конвективные частоты колебаний жидкости и с заданными размерами резервуара. И пересчитал частоту вертикальных колебаний резервуара. Открываем программу и будем создавать новый проект. Назовем его Storage Tank. Создать. Будем создавать оболочку бака, используя вращение образующее. Но перед этим нужно создать стержни, которые мы будем вращать. У нас радиус бака составляет 4 метра. Создаю теперь основу для учета разных толщин стенок бака. У нас было 5 метров это толщина 7 миллиметров, затем 5 метров это 6 миллиметров, затем 11 метров это уровень жидкости и 12 метров это полная высота оболочки. Теперь вращаем наши стержни, чтобы получить оболочку. Значит, мне удобно, чтобы оболочка была чтобы центр оболочки находился в точке 0,0, поэтому нужно ее привязать до центра. Центра у нас здесь пока нет, но его удобно создать через создание центра окружности по 3 точкам. У нас был создан центр, и теперь мы можем переместить нашу оболочку относительно этой точки.
Теперь создадим толщины для стенок блока и призначим эти толщины. Применяем созданные сечения. Вот, теперь нам нужно создать патрубковые зоны. Сейчас я покажу, как, ну, один из примеров, как это можно делать. То есть нам нужно удачно создать сетку конечных элементов. Я для этого сейчас создам эти сами примитивы из патрубков и также примитивы, с помощью которых я буду находить область, по которым сгущать сетку. Сначала создаем стержень, с которого будет вращаться радиус трубы. Затем создадим образующий для оболочки, который определит усиление патрубка. Ну и дальше сделаем пару переходящих оболочек для сгущения сетки. Вращаем вокруг X и создаем оболочку. Теперь нужно определиться, как ее привязать. Сначала я ее помещу в центр и потом поставлю, как у нас было по условию задачи, на отметке 0,5 и на отметке 11 метров. Так, видим уже, что я эти оболочки переместил в нужные места. Теперь нужно мне определиться с зонами пересечения и затем лишнее удалить. Значит, я перед тем, как делать сетку, объединю это все в архитектурные элементы и затем разобью на новую сетку. Так, некая сетка была создана, но видим, что по трубковой зоне нам ее нужно немного улучшить. Чтобы удобно нам было выбирать нужные зоны, можно использовать лавинообразный выбор и с включенным запретом ветвления. Сначала я удалю отверстие для патрубков. Дальше мне нужно взять первую область, и эта первая область должна иметь большую толщину, как усиление патрубков. Теперь я ее могу еще раз выбрать и объединить в архитектурные элементы. Дальше уточняем шаг для следующих зон и объединяем их в архитектурные элементы. Шаг мы назначили, можем теперь протриангулировать схему. Ну и видим уже какую-то завершенную сетку. Удаляем теперь ненужные части, используя той же лавинообразный выбор. Так, здесь у меня слишком маленький угол стоит. Если ставим 20, то все выделяется.
удаляем и делаем упаковку схемы, чтобы убрать эти лишние узлы. Так, некая сетка есть, но она еще не идеальная, и, как мы видим, у нас здесь есть много элементов с очень острыми углами. Ну, здесь уже следует это все делать вручную, исправляя отдельные плохие элементы, элементы с плохой формой. Так, немножко добились более-менее красивой сетки. Можем даже отобразить сечение элементов. То есть видим здесь усиление патрубковой зоны, ну и затем более сгущенная сетка в местах примыкания трубопроводов. Сделаем теперь построение самих трубопроводов. Перед этим создадим точки, с которых будет стартовать наша труба. Первым делом этот трубопровод построим на... Нет, это нижний будет. Здесь, то есть 2 метра влево, потом вниз и так далее. Сначала я построю точки, потом объединю их стержнями. Ну и здесь нам эти две точки должны повернуться под 45 градусов. И теперь это все точки соединяем стержнями. В местах со скользящими опорами делаем ограничение перемещений по Z. И создадим скругление. Для этого у нас есть функция как контур скругления. Радиус у нас 500 миллиметров. Количество шагов оставим 5. Построим теперь следующий трубопровод аналогичным образом.
Так, и в местах наличия скользящей опоры назначим ограничение PZ. А на концах трубопровода сделаем полную заделку, как наличие неподвижных опор. Так, создадим теперь для стержней и для отводов сечения и учтем для отводов изменения жесткости вокруг оси гибки. Мы сделаем параметрическое сечение. Радиус был 13,65 внешний. И внутренний это будет минус толщина стенки. Минус 6 миллиметров. И наше колено, или это вот правильнее, будет иметь такие же габариты, но будет использовано редуцирование вокруг оси Y. Здесь я указал коэффициент 0,48. То есть это изменение, уменьшение жесткости вследствие овализации отвода. Теперь зафиксируем ось Y для нашего отвода. То есть для этого нужно изменить оси в стержнях вместе отвода. Убираем трубопроводы. Сначала назначим одно сечение, затем уточним сечение для отводов. Можем отобразить объемное представление модели. Нужно нам также соединить трубопровод с баком. Для этого будем использовать твердое тело. Построим теперь днище. Днище построил и сделаем длину триангуляции. Теперь выберем узлы днища и ограничим ему перемещение по Z. Так, ну и так как днище у нас закреплено по краям, то его также нужно закрепить по контуру от перемещений по горизонтали. Чтобы выбрать контур, можно выбрать внешнюю кромку и отмечать узлы. Если немножко ошибся, задолбал поворот места перемещения. И остается нам теперь задать крышу резервуара, то есть это часть из металлопроката. Это верхушка крыши будет.
Днище, наверное, скроем, чтобы оно нам не мешало. Здесь, видите, нам нужно отметить еще расстояние радиальное 1,75 от центра и 1000, ну и 1 метр от края стенки. То здесь я построю вспомогательные стержни, чтобы нам вверху рассечь наши балки. Рассечем мы, используя перемещение элементов. Удалим лишнее. Вот, и теперь наш этот стержень будем вращать, копируя по кругу. Так, угол у нас будет 22,5 градуса. И также нужно нам получить стержни, вращая по образующие соответствующие узлы. Так, и упаковываем схему. Назначим сечение нашим элементам. Значит, у нас здесь был уголок 70 на 70 на 6. Затем двутавра номер 20 и номер 24. Так, и была центральная стойка, создадим ее. Ну и вот в объемном представлении так это все будет выглядеть. Модель построена, сохраняем. Осталось нам создать загружение и позадавать нагрузки. Создадим для этого несколько видов, чтобы удобнее было делать все. Здесь будут трубопроводы. Здесь будет оболочка бака. Но именно та, которая контактирует с водой. Здесь уберем элементы, которые с водой не контактируют. И здесь будет бак без трубопроводов. Перейдем теперь в редактор загружений. И нам, чтобы учесть влияние сейсмики, нам нужно знать также и статические воздействия, которые у нас имеются. То есть на бак будет действовать и на трубопроводы собственный вес, вес жидкости и гидростатическое давление. Давайте создадим собственный вес бака. Теперь собственный вес трубопровода и жидкости. И
гидростатическое давление на стенки бока, статическое и днище. Дальше, что касается сейсмических воздействий. Первое, что мы учитываем, это сейсмическое воздействие на трубопроводы. Ну, будем использовать 30 форм, и у нас будет все делаться по спектру одномассового осциллятора. Будет у нас направление X отдельно и Z отдельно. Если нам нужно задать спектр ответа, чтобы его задать, нужно знать количество точек на спектре. Здесь у нас этот спектр имеется. Я его скопирую и вставлю. Так, и массы мы будем собирать только из трубопровода, так как ну, собственный вес бака сюда вносить не будем, так как сейсмика по баку считается отдельно от трубопровода по приведенным статическим схемам. Так, мы задаем вертикальное воздействие и обобщенное загружение делаем по x коэффициент 1 и по z коэффициент 0,7. Так как вертикальное воздействие у нас было с коэффициентом 0,7 к горизонтальному. Эту часть мы задали, и теперь создадим статическое загружение как для бака с учетом разных компонентов. Сейсмика конвективная будет, затем импульсная часть, упругая и вертикальная. Также нам нужна компонента, которая учитывает то, что у нас является и гидростатическое давление, и компонента от вертикальных. И если мы будем считать на устойчивость, то нам нужно знать минимальную сумму из этих компонентов. Мы знаем, что вертикальное как бы отрицательное давление на стенки дать не может, но если это давление будет больше, чем гидростатическое, то нам нужно дать на стенку нулевое давление. Поэтому мы создадим еще такое загружение, как гидростатика минус сейсмика. Сохраним схему. И будем потихоньку все нагрузки задавать. Зададим собственный вес блока. Интерактивные нагрузки, собственный вес. Дальше собственный вес трубопровода. Задаем собственный вес и также распределенную нагрузку на стержень. В глобальной системе координат у нас был здесь собственный вес жидкости 0,214 тонн сил на метр. Теперь статическое давление на стенки бака или гидростатическое. Выделяем бак, но только здесь нужно немножко уточнить оси, так как если мы их отобразим сейчас, то они могут в общем случае идти в разнобой. Как мы видим, часть осей от центра, часть к центру. То есть их нужно направить в одну сторону. Ну, если нижние оси у нас направлены нормально, то по оболочке нам нужно эти оси уточнить. Поэтому мы выделяем оболочку бока и направляем оси от нулевой точки.
Ну и видим, что теперь все оси направлены в центр. После этого уже мы можем задавать локальные нагрузки правильно. Гидростатическое давление можно задать, используя вид нагрузки по функции на группу. Выбираем пластины, локальное, PZ и задаем гидростатическое давление. Только очень внимательно смотрите за единицами измерений. Здесь сейчас стоят тенсилы на метр квадратный. Я буду прописывать формулу для ньютон на метр квадратный. То есть я выбрал единицы Си, когда задаю такую нагрузку. Ну и мы можем записать как 11 минус Z умножить на G, это 9,81, и умножить на плотность ρ, это 1000 килограмм на метр кубический. Назначить. Можно видеть, как гидростатическое давление было распределено. И переходим к назначению, собственно, самих сейсмических нагрузок. Значит, как мы говорили ранее, у нас есть конвективная, импульсная и круговая часть. Конвективная часть вы здесь видите на слайде. Здесь нам нужно знать ускорение для нескольких форм колебаний. Ну, мы берем 3 формы колебаний, так как для этих форм есть стандартные значения волновых чисел. Я уже наперед подготовил функции, которые буду использовать, но я дам на них ссылку в описании к видео. Вы в случае чего можете их затем скачать и использовать в своих целях. Здесь я в файле расписал по каждой компоненте код и отметил желтым те поля, которые нужно изменять в зависимости от тех параметров модели, которые вы используете, там, от ваших размеров, плотности и тому подобное. Находим сначала конвективную составляющую. Здесь мне нужно уточнять плотность, высоту резервуара, радиус и набор в массиве ускорений для 3 форм колебаний. Я этот код скопирую. Оболочку бака я выделил здесь и внесу сюда код. Единственное, я сейчас подкорректирую высоту. Высота у меня здесь такая. Радиус оболочки у меня 4 метра. И сейчас уточним ускорение. Значит, я посчитал конвективные, ну, собственные частоты конвективных волн для первых 3 форм. Вот они здесь данные, формулы вы видите, по которой они считались. И теперь нам нужно в соответствии с этой формой, с этой частотой найти соответствующее им ускорение на спектральной кривой. Здесь для 2,12 можно взять вот значение 2,82. Но только обратите внимание, что оно должно быть еще умножено на коэффициент, который учитывает пониженное демпфирование. Так как это у нас спектральная кривая 5% спектры, нам нужно 0,5% спектры. Поэтому нам нужно все еще эти значения доумножить на корень 10. У нас для этого реализована функция SQRT. Затем следующая частота, вторая у нас была 3,61. Можем записать значение 3,8, но умноженное на корень 10. И третья частота 4,57. 4,6 будем округлять. Это 4,23. Ну и здесь вы видите, я по циклу просуммировал все 3 формы.
и назначаю давление. Ну и можно видеть, вот как это давление по баку распределено, если отображены приложенные силы. Затем зададим импульсную составляющую, выделяю опять стенки, нагрузка, пластины, локальная система координат. И здесь я подготовил код для импульсной составляющей. Вот обратите внимание, что для импульсной составляющей у нас нужно считать функции Бесселя, точнее модифицированной функции Бесселя первого порядка и ее производной. Поэтому в стандартных методах C-Sharp этих функций нет, те, которые в нашей программе реализованы, поэтому я сделал отдельный цикл, чтобы их посчитать. Вот здесь виде формулу, по которым функции, эти модифицированные функции Бесселя считаются. Но я взял вот здесь, есть такое значение как k, нужно до бесконечности считать, но этот ряд сходим, и достаточно использовать 10 или 12 слагаемых, и это уже будет достаточно точное значение. Копирую функцию и вставляю ее в наше поле. И сейчас отредактирую те значения, которые я выделял желтым цветом. Это высота, радиус и пиковое ускорение. Пиковое ускорение у нас по условиям задачи было 9,16 метров на секунду в квадрате. Так, еще я не создал одно загружение, это упругая составляющая. Обратите внимание, что для упругой составляющей мы не знаем, какая у нас начальная форма, но здесь есть некие рекомендации, какую начальную форму нужно взять, чтобы затем дальше от нее продолжать итерации. Ну и здесь для баков, в которых которых отношение высота столба жидкости к радиусу меньше 3, используется функция синуса. Для средних баков это линейная функция, и для очень высоких тонких баков используется функция e единицы минус косинуса. То есть мы можем использовать в виде начального приближения вот для своего бака функцию синуса. И если мы будем делать модальный анализ на нашей обычной оболочке, то у нас может быть много паразитных частот, и нам сложно будет определить, какую именно форму нам нужно. Поэтому и для упрощения я рекомендую делать не оболочечную модель бака, а просто стержневую модель в какой-то отдельной модели. Сейчас этот стержень создадим и просто на этот стержень распределим массу и будем смотреть модальный анализ этого обычного стержня. Создаем стержень только до высоты столба жидкости. На много элементов это дробить не нужно. Зададим теперь кольцо резервуара. Диаметр у нас внешний 8 метров, а внутренний минус 2 толщины стенки, то есть минус 14 миллиметров. Это такой диаметр первый. И учитываем при этом влияние сдвига, так как для таких баков это очень существенная компонента. Если стержень очень короткий,
относительно его габарита, то сдвиг очень сильно влияет. Это среднее кольцо и верхнее. Так, теперь немножко подробим наш стержень. На много участков дробить не нужно. То есть нам важно более-менее получить точно первую форму. Делаем перенумерацию схемы для удобства. Можем номер элемента отобразить. И нужно теперь задать массы. Первую массу, которую нам нужно учесть, это масса верхушки бака. Чтобы ее как-то посчитать, мы можем ее выделить. Затем зайти в загружение, в котором этот вес учтен. Анализ и документирование, анализ нагрузок. И здесь есть суммирование нагрузок выбранных элементов. Так, мы не назначили материал, давайте назначим его. То есть, можно только модуль грузить, ребята, можем взять любую сталь из базы данных Еврокода. Назначаем материал, и теперь в анализах нагрузок уже можно собрать сумму. То есть у нас будет 19,4 тонны. Эту массу мы назначим на верхушку нашего элемента. И нужно нам призначить теперь распределенную массу. На стержне это распределенная масса воды. Базовую форму мы взяли форму синуса и в соответствии с ней будем назначать. Функции эти назначать будем в единицах измерения си нагрузки. Здесь берем стержни, сила и по z. Вставляем. Мы учли радиус, высоту и форму. Теперь в редакторе загружения создадим модальный анализ и посчитаем частоты. Собирать будем из статического загружения массы. Забыл я еще здесь учесть собственный вес. Мы его можем через плотность учесть. Переходим на колебания и можем посмотреть на нашу первую форму. Доль x. Для того, чтобы аналитическое распределение этой формы получить в виде формулы, то мы ее можем аппроксимировать, к примеру, в Excel. Для этого перейдем в таблицу результатов. И для исходных данных нам нужна будет таблица узлов для получения координат. Мы ее можем скопировать в отдельную вкладку. И также нужна сама форма. Только форма нам нужна не для всех загружений, а только для первой моды. Здесь также копируем таблицу, вставляем, и затем нам нужно, чтобы форма была нормализована не к 1000, как здесь сделано, а к единице. Ну и также координата нам нужна не z, а относительная, то есть z разделенная на h.
Поэтому сделаем два дополнительных столбца. H у нас равно 11, если я просто это значение координату разделил на h. И аналогично нормализуем форму. Дальше поместим это все на диаграмму. И аппроксимируем эту кривую как по линии тренда. Сделаем полиномиальную аппроксимацию. И можем задать формат числа. И число знаков после комы. 5, думаю, будет достаточно нам. Затем можем это уравнение скопировать и заменить в нашем скрипте. Ну, это старое я закомментировал старую форму, только вместо x нам нужно умножить на t разделить на h. И здесь также нужно эту формулу ставить, только вместо t разделить на h нужно z разделить на h. И копируем повторно этот код. Переходим сюда. Снимаем нагрузку, которую мы ранее задали. И назначаем повторно нагрузку с учетом новой формы. И делаем повторный модальный анализ. Можем сравнить, как изменилась наша форма колебаний. Ну и затем это уравнение можно опять копировать и опять это все уточнять до тех пор, пока изменение будет минимальным. Ну, мы на этом одной итерации остановимся пока что. То есть мы получили как распределение масс по этой форме, что здесь зафиксировано. Теперь надо нам применить давление к стенке резервуара. Я выделю стенку, перейду в загружение упругое. И здесь уже нам нужно код скопировать с учетом следующей таблицы. Единственное, что мы уже не будем возвращать нашу массу в результат, а нам нужно вернуть давление. Также нам нужно уточнить спектральное ускорение в соответствии с частотой. Ну, частоты у нас, первая частота составляет вот 7,23 Гц, нам удобнее на спектр в радианах, поэтому частота вот 45-48. Нам переходим на наш спектр к таблице. Вот получаем ускорение 27,08. И также у нас желтым отмечена здесь форма. Мы возьмем вот с этого места и вставим сюда. Дальше это закомментировали. Копируем код. И применяем уже его к стенкам бака. Только обратите внимание, не тон силы нам нужно, а в систему C вернуться, так как мой код заточен под систему C, что низ центра бака будет в точке 0,00. И увидели здесь распределение упругого давления. Дальше нам нужно применить вертикальную компоненту к стенкам бака.
Ну и также к днищу. Также берем пластины локальные. И здесь я прямо беру сумму жесткой и вертикальной составляющей. То есть нам только нужно уточнить, здесь будет радиус 4 метра. И затем ускорение для частоты FVD. Здесь я ее пересчитал, она меня составила 10-13 Гц или 62,91 радиан. То есть это 14,62. Если мы на ускорение смотрим, и ускорение нулевого периода мы можем взять по самой последней точке на спектре, у нас 13,57. Усвоить. И последнее, это нам нужно учесть тот случай, если у нас действует совместно радиальное расширение от вертикальных колебаний и от гидростатики. Если воздействие давление от сейсмических колебаний больше, чем гидростатика, то там нужно присвоить 0. Для этого я также подготовил здесь часть кода. Единственное, что нам нужно уточнить последнее, ну, то, что мы выводим в результат. Мы видим, что ничего не назначилось, то есть так как нулевая нагрузка не назначается, то есть это означает, что сейсмическое воздействие мощнее, чем гидростатическое. Поэтому, когда мы будем считать на устойчивость, мы гидростатику учитывать не будем. Так, таким образом мы получили все компоненты. Теперь нам нужно получить сочетание для определения, для проверки по прочности и устойчивости. Для прочности у нас будет браться в учет собственный вес бака, собственный вес трубопровода, затем статическое давление или гидростатическое, затем суммарная сейсмика от трубопроводов, конвективная сейсмика, импульсная, упругая, вертикальная, гидростатическая. То есть я здесь делаю суммирование не по квадратному корню, а как абсолютную сумму. То есть это есть такая рекомендация в Еврокоде, точнее, как они пишут, что суммирование по квадратному корню и суммы квадратов это слишком оптимистический подход, и лучше пойти по консервативному пути и делать суммирование по абсолютной сумме. И сделаем еще одно сочетание, по которому будем считать устойчивость. То есть там собственный вес бака трубопровода и жидкости учитываться будут. Статическое давление на стенки учитываться не будет. Вместо этого будет вот наше 11 загружение. Это гидростатика с учетом отнимания вертикальных компонентов. А вертикальные компоненты в свою очередь обнуляем. Импульсная, конвективная и упругая сейсмика будут действовать. Сейсмика трубопровода, мы ее учитывать не будем, так как она дает, во-первых, очень маленькое воздействие на параметры устойчивости, а во-вторых, суммарное загружение при расчете устойчивости использоваться не может. И выставляем выполнять расчет потери устойчивости. Будем исследовать 4 формы. Попробуем запустить задачу на расчет.
Так, видим проблемы с формой элементов. Смотрим сначала после расчета, какие у нас вышли результаты по устойчивости. Вот обратите внимание, что мы когда задавали как приведенные давления от сейсмики на стенки, то у нас в части резервуара давление давалось внутрь, а во вторую часть наружу. И из этого получается вот такая картина по устойчивости, что стенка, которая реально не сжимает оболочку, она дает ложные формы потери устойчивости. Ведь чтобы это предотвратить, мы можем перейти в исходные данные и уточнить их, задав игнор устойчивости для элементов, которые сжимаются. И пересчитаем нашу схему. Схема пересчиталась. Можем теперь посмотреть, какие у нас были перемещения и напряжения. Ну, смотрим мы в основном перемещение по сочетаниям, будем смотреть как суммарные от статики и от сейсмики. И можем видеть, как происходили колебания. Ну и вместе с статической нагрузкой. Можно посмотреть, к примеру, полное линейное перемещение. Вверху бака оно составляет почти 2 сантиметра. Что, в общем-то, не перемещением не очень-то и много для такого габарита. Также можем мы смотреть напряжение в пластинах, как главное, так и приведенные. Но обычно для металлических резервуаров мы анализируем напряжение по мизесу или по треско. Это треска — это наибольших касательных напряжений. Можем для лучшего удобства задать пользовательские размерности и напряжение выводить в мегапаскалях. Для этого меганьютон зададим вместо тонн. И получим вот такое распределение напряжений. У нас для первого сочетания получается максимальное около 400 мегапаскалей, даже чуть больше. Если у нас там по исходным данным была сталь S235, то эти напряжения больше, чем предел текучести. И вот можно констатировать, что по прочности бак не проходит. У нас, конечно, было очень мощное землетрясение задано, соответственно, если землетрясение будет слабее, то напряжения меньше будут. Ну и также, если все-таки напряжения слишком большие, то тогда уже нужно думать, как напряжение эти понижать. То есть это или проектировать баки с более толстой стенкой, или какие-то другие размеры делать и тому подобное. Ну, это также важно анализировать не только верхний слой, но и нижний, так как напряжения могут отличаться. И вот здесь они, например, вот существенно больше. И можно видеть, как напряжения распределены по патрубковой зоне. В общем, это еще не значит, если в одном элементе напряжение превышено, что это не проход, так как для патрубковых зон там важно, чтобы сечение держало в целом, а не какая-то его отдельная часть. Но это уже отдельный расчет, который
пока показывать не будем. То есть, ну, а консервативно можно ориентироваться на максимальное напряжение в элементе, хотя бы в одном. Вот поэтому к критерию здесь мы будем видеть не проход. Теперь проанализируем, как распределяются формы потери устойчивости. Переходим во вкладку «Устойчивость». Здесь мы выбирали расчет устойчивости только для второго сочетания. И можем их посмотреть. Вот первая форма. Отобразим перемещение. И можно видеть, как блок будет деформироваться. И здесь коэффициент, ну, параметр, который отвечает за потерю устойчивости, это вот коэффициент запаса. Если он больше единиц, это блок держит на устойчивость. Если меньше, то не держит. То есть в данном случае он не держит. И чтобы он держал, нужно нагрузку уменьшить в 0,78 раза. В данном примере мы не будем рассматривать прочность сварных швов и крепежных элементов, но можем остановиться на еще одном расчете. Это расчет выпирания грунта при попытке резервуара опрокинуться или сдвинуться. Такие расчеты у нас можно делать в статическом загружении. Если мы уже собрали сейсмические нагрузки, то мы их можем перенести в отдельную модель для нелинейного расчета. Я могу выделить всю модель и сделать для первого сочетания суммирование нагрузок. При суммировании нагрузок мы можем узнать опрокидывающие моменты в центре резервуара и сдвиговые силы. Можем выбрать суммирование нагрузок, выбрать наш реперный узел и посчитать изгибающие моменты. Если все задать в пользовательской системе, вместо меганьютона зададим тонн силы и увидим опрокидывающие моменты. Вот это относительно этой центральной точки, это будет составлять 5075,2. И также можно узнать суммарное сдвигающее усилие около 900 тонн, ну и вертикальное сдавливающее усилие. Это наши суммарные нагрузки. Я сейчас предлагаю сделать еще одно сочетание, что устойчивость нам уже не нужна будет. И здесь соберем в этом сочетании только статические нагрузки, только сейсмические. Трубопроводы мы здесь анализировать не будем, так как они как на опрокидывание бака вследствие смятия земли будут влиять очень мало. И вертикальную компоненту сделаем, что она действует вниз. Хотя по-хорошему нужно проверять два варианта, когда она действует вниз и когда вверх. И сейсмических мы отметим конвективную составляющую, импульсную и упругую. И я забыл статических еще собственный вес жидкости задать. Считаем. И посмотрим статические нагрузки. Нас интересует вертикальная 1702 тонн силы. И для расчета я уже не буду вас утомлять созданием схемы. Я ее уже с основанием грунта я ее уже создал.
предварительно. Сделал ее отдельно, чтобы было в схеме меньше элементов. То есть здесь показан разрез половинки схемы. Здесь зеленым это грунт и голубым это бетонное основание. Это в разрезе показано, как оно выглядит. Э, Сделал я задачу в виде нелинейного монтажа. На первой стадии я задаю собственный вес грунта и вот этого бетонного основания, обнуляю перемещение обязательно, чтобы они не попали в наши следующие расчеты. Ну и дальше прикладаю собственный вес резервуара с жидкостью и затем прикладаю к нему сейсмику. И отменяю сейсмику, то есть даю нагрузки в обратную сторону, чтобы увидеть, как резервуар поведет себя после землетрясения, то есть приведенное состояние. Вот здесь сделал через твердое тело опирание, я сюда сейчас его задам, задам ту нагрузку, которую я собрал в этой схеме. Здесь 1702,9 тонн. Затем при наличии сейсмики нам следует задать сдвиг и опрокидывающий момент. Сдвиг у нас 900 тонн сил, опрокидывающий момент 5070. Если только я случайно задал на лишние узлы нагрузку, я ее уберу. Так, и сейчас я скопирую из третьего загружения в четвертое и поменяю знак на противоположный. И запустим на расчет. После того, как задача посчиталась, нам наиболее полезно посмотреть первоначально на перемещение. Я выберу полное линейное, ну и отображу все это с учетом деформированной схемы. Можно посмотреть, как было все от собственного веса грунта, затем как перемещения поменялись после установки резервуара на наш постамент. То есть он просел на 20 миллиметров. Затем при горизонтальном воздействии сейсмики было перемещение крайней точки по вертикали около 10 сантиметров, даже больше 10 сантиметров. То есть это как раз было как смятие и поднятие грунта. Насколько это много для максимального землетрясения, это уже вам следует анализировать самим в зависимости от ситуации. И затем мы дали обратную нагрузку и видим, насколько была изменена схема. То есть даже после того, как обратная нагрузка была приложена, схема в начальное положение не вернулась и достаточно далеко от того, чтобы вернуться. Я могу переключить, то есть буквально четвертая часть перемещений была восстановлена в обратную сторону. Также можно анализировать и грунтовые элементы. Вот самым показательным для грунтов есть коэффициент сдвига. То есть, если коэффициент сдвига 1, то это значит, что к этим элементам уже применяется закон течения согласно выбранной теории прочности для грунта. А если меньше единицы, тогда это показано, сколько нужно увеличить нагрузки, чтобы к элементу начали приниматься законы течения. Меньше 1 это значит элемент работает упруго.
И можем видеть, как было, когда у нас было сейсмическое давление воды, когда мы его отменили, все равно много элементов остались в состоянии как называемого течения. И так выглядело все от собственного веса. Ну, пока вот это то, что я хотел рассказать. Этот файлик, которым я делал скрипты для каждой компоненты давления, я оставлю в описании. То есть вы можете его брать, изучать и затем подменяя использовать в своих проектах. Ну, пока на этом все и спасибо за внимание.